Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот бычка по имени Кроха. Рост данной игрушки приблизительно более 30 сантиметров. Точно не могу сказать, так как все никак не могу найти измерительную ленту. Вот, но более 30 сантиметров данная игрушка. Ножки, туловище и голова вяжутся одной деталью. По ходу вязания ввязаны ручки, ушки, хвостик. Хвостик тоже можно вязать по ходу вязания, но вот у этой игрушки я пришивала. Тут совсем не сложно, хвостик совсем тут маленькая площадь, и это всего лишь одна деталька, поэтому хвостик совсем не трудно пришить, можно и пришивать его. Рожки у нас тоже пришивные и еще пришивная мордочка. Вот, в вязальном влоге я об этом не говорила, я забыла сказать, но вот мордочка вяжется отдельно и потом пришивается к голове. Итак, давайте я расскажу, что понадобится нам для вязания данной игрушки. Нам понадобится плюшевая пряжа двух цветов. А, Основной цвет я все-таки решила вязать его вот таким вот песочно-бежевым цветом, 80317 номер. Дополнительный цвет это у нас будет начало ножек, начало ручек. Далее вставочки будут у нас в ушках и мордочка и рожки. У меня будет такого темно-шоколадного цвета. Основного цвета нам понадобится, вот, допустим, Гималая Dolphin Baby, здесь 120 грамм, ну, используем мы где-то 100 грамм. Вот этого дополнительного цвета, это будет чуть меньше половины моточка будет использовано. Итак, далее нам понадобится основной крючок, у меня это номер 5, дополнительный крючок 2,5, ножнички, маркер для отметки рядов, игла для пришивания деталек, мордочки, рожки, хвостик и вышивания бровей, еще и ресничек. Мы реснички будем вышивать. Так, далее нам понадобится швейная нить. Нам понадобятся глазки на безопасном креплении. Я использовала блестящие, и получается размер это 18 миллиметров. Тут с блестящими пластиночками. Я использовала коричневого цвета. У меня они еще под пленочкой. Вот такие вот блестящие 16 миллиметров. Нет, 18 миллиметров размером. Далее нам понадобится не плюшевая пряжа черного цвета для вышивания ресничек и бровей. Небольшой кусочек. Еще нам понадобится пряжа для, как это сказать, я не знаю, у бычков это тоже называется грива. Вот, для волосиков, для кисточки на хвостике, вот, и для волосиков на голове. У этой игрушки я использовала пряжу Гималая Toffee Baby, а у новой игрушки я буду, скорее всего, наверное, буду использовать вот эту вот пряжу. Это, я не знаю, то ли полухлопок, то ли акрил, я уже не помню. Просто у меня нет подходящего цвета Гималая Toffee Baby в наличии, поэтому, возможно, я буду эту использовать, либо, может быть, придумаю что-то другое. Вот. И нам понадобится наполнитель. Еще нам же понадобятся пластиночки.
пластиковые пластиночки, 2 кружочка для подошвы, чтобы была ровная подошва и чтобы игрушка у нас стояла, была устойчивая. Вы будете замерять уже по своим, подошвам игрушки, когда свяжете, вот эту вот часть, когда мы перейдем уже к тому моменту, когда надо будет вставлять, вот эти пластиночки замеряйте и уже сами там определитесь, какого размера, каким диаметром вам нужны будут эти кружочки. Итак, давайте приступим к вязанию бычка. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее следующий ряд будем вязать прибавками. Сделаем 6 прибавочек, то есть в каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее можно отметить новый ряд маркером. И следующий ряд вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, отметили новый ряд. В следующем ряду вяжем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вяжем 1 прибавочку. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее опять вяжем 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 прибавочка. Далее отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас уже получилось 20 петель. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязать 2 столбика без накида. 1, 2 плюс 1 убавка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Последнюю убавочку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи. Будем переходить на основной цвет. Берем пряжу основного цвета и довязываем вот эту вот последнюю убавочку. Довязали, отмечаем новый ряд. Следующие 5 рядов
Вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Один ряд из 5 я провязала, дошла вот до этих хвостиков. Коричневую пряжу отрезаю. Вот эти 2 хвостика завязываю на узелочки и прячу вовнутрь вязания. И продолжаем вязать еще 4 ряда без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавочка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. На этом этапе можем наполнить ручку наполнителем. Наполняем средней плотности. Далее в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и вяжем 1 прибавку. Провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали и теперь дозаполним нашу ручку наполнителем. Наполнителем наполняем не до конца. Средней плотности наполняем вот эту вот часть, а вот в этой части уже совсем так чуть-чуть э, наполняем наполнителем. Если его тоже так вот средней плотности наполнить эту часть, то ручка будет потом оттопыриваться и очень грубо смотреться. Вот. А если там будет совсем чуть-чуть наполнителя, то ручка будет более-менее прилегать к туловищу игрушки. Итак, ручку наполнили наполнителем. И далее складываем наше вязание пополам. Маркер убираем. И вот эти вот 2 получившиеся ряда провязываем вместе с 7 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний столбик я буду провязывать
крючком вспомогательным меньшего размера, чтобы столбик последний не был таким пышным и как бы выпуклым. Вот провязываем последний столбик, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Итак, одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами ушки. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1 и 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее провязываем 1 воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и вяжем 1 прибавочку, провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. Помогу себе здесь вспомогательным крючком. Так, провязали 1 столбик без накида, провязываем 1 воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Далее вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. И вяжем 1 прибавку. Делаем 1 воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Далее вяжем 1 прибавку. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Далее 1 прибавочка. Далее провязываем 1 воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце каждого ряда провязываем 1 воздушную петлю и делаем разворот. Так, один ряд я провязала, воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем еще 3 ряда без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Провязали. У меня тут вот узелочек попался. Вот этот узелочек сделала не я, это фабричный узелочек. Итак, следующий ряд вяжем в начале убавочку, провязываем 2 петли вместе, причем провязываем их за обе стеночки. Протягиваем ниточку рабочую через 1 петлю, далее через 2 петлю, вот 3 петли на крючке, и провязываем их все вместе. Далее вяжем 3 столбика без накида, 2, 3, и опять вяжем убавочку, 2 петли вместе за все стеночки. Провязали, сделали 1 воздушную петлю, и теперь вот это вот наше вязание мы отставим в стороночку, ниточку не отрезаем, крючок снимаем
И берем пряжу дополнительного цвета и будем вязать вторую часть ушка. Итак, набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Такая темная пряжа, что даже петель не видно. Итак, далее вяжем одну прибавочку. 1 и второй столбик без накида в одну петлю. И далее провяжем 1 столбик без накида. Провязали. Вяжем 1 воздушная петля, разворачиваем наше вязание, вяжем прибавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида. И вяжем еще одну прибавку. Провязываем 1 воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 5 столбиков без накида. В конце каждого ряда провязываем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Провязали. В конце последнего 4-го ряда воздушную петлю мы не провязываем. Протягиваем ниточку сквозь петлю и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее берем первую часть, прикладываем, хвостики все вот так вот вовнутрь прячем. И будем делать обвязку столбиками без накида. Соединяем эти 2 части друг с дружкой столбиками без накида. И вот так провязываем по краю на одинаковом расстоянии. Так, вот эти вот узелочки фабричные спрячу. В принципе, вот эти все хвостики можно между собой завязать, чтобы они там не мешались, чтобы не выпадали во время вязания. Итак, когда доходим до вот этого вот кончика, до остренького,
вот в этих кончиках провязываем по 2 столбика без накида. Как бы делаем на кончике прибавку, чтобы, кончик у нас оставался слегка заостренным. Вот это бежевая, песочная, песочного цвета или бежевого цвета пряжа на этот раз у меня почему-то она попалась какая-то жестковатая. До этого, когда я вязала собачку-авочку, она была прям такая скользящая, такая приятная, а это какая-то немножечко грубоватая. Не знаю почему. Итак, здесь вот тоже мы провязываем все столбиками без накида. Итак, по этому краю мы сделали обвязочку, 5 столбиков без накида, дошли до вот этого вот уголочка и в первый столбик обвязки мы провязываем соединительную петлю. Провязали соединительную петлю, делаем одну воздушную петлю, далее складываем наше вязание пополам и стараемся провязать 3 столбика без накида. Вот провязаем, стараемся провязать вот эту вот часть, вот крайнюю, вот так вот вместе, соединить вот в этой части ушко 3 столбиками без накида. Один, 2, 3. Эту последнюю петлю я все-таки буду провязывать крючком меньшего размера. Так, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, который мы спрячем вовнутрь ушка. Итак, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами рожки. Берем пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее в следующем ряду будем вязать 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Повторим так 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Так, боже, вот такая темная пряжа под камерой, как бы на камеру тяжеловато вязать.
Итак, в ряду у нас получилось 6 петель. Выворачиваем вязание, чтобы у нас шла лицевая сторона. А следующий ряд провяжем без изменения 6 столбиков без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. В следующем ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Делаем 1 прибавочку, провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида и вяжем еще 4 столбика без накида. 2, 3, 4. И в этом ряду у нас получилось 10 петель. Далее 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали. Далее провязываем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И наполняем наполнителем средней плотности. И старайтесь так наполнять наполнителем рожки, чтобы вот большая часть наполнителя, она уходила в бок, вот в ту сторону, там, где у нас была прибавочка между 4 столбиками без накида. 4 столбика без накида, прибавочка и 4 столбика без накида. Вот эта часть, она как бы немножечко такая выпуклая, и вот в эту часть старайтесь как бы туда вот толкать наполнитель, чтобы вот рожки у нас были не такие вот ровненькие, а слегка вот такие вот как бы вогнутые. Ну вот, в принципе, и все. Вторую рожку вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами хвостик. Берем пряжу основного цвета и крючок желательно взять меньшего размера. Я буду вязать крючком 3,5. Так хвостик будет более тоненьким таким, более нежнее смотреться, нежели если вязать крючком номер 5. И набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И теперь вот так вот по спирали провязываем 4 столбика без накида и вяжем длиною приблизительно 6-7 сантиметров. И вязание, вот хвостик, и по желанию, если у вас получается во время вязания вывернуть его на лицевую сторону, то вяжите, выворачивайте. У меня это не получается. Я его э, выворачиваю во время вязания на лицевую сторону, а оно мне как-то обратно заворачивается, и поэтому я решила вязать э, как бы узором из изнаночной стороны, то есть не выворачивая вязание. И так вот вязала. Начальные ряды, первые ряды тяжеловато вязать.
Буквально 2-3 ряда провязать, потом уже пойдет как по маслу. Итак, вяжем по спирали длиною 6-7 сантиметров. Итак, провязали хвостик нужной нам длины, складываем его пополам и провязываем 2 столбика без накида. Провязываем вместе 2 столбиками без накида. Вот тут вот одна петелечка, она остается беспарная, и вот ее нужно подцепить вот так вот сверху, заводим и протягиваем ниточку, провязываем столбик без накида, протянули ниточку и отрезаем, оставляя небольшой хвостик. И как обычно, хвостик прячем вовнутрь вязания. Далее сделаем кисточку на хвостике. Берем пряжу для кисточки. Я возьму все-таки вот эту вот бежевую пока, если вдруг я смогу купить другую пряжу, более подходящую, то тогда я заменю. А пока буду использовать эту. Далее я взяла вот эту вот этикеточку от пряжи Гималая Dolphin Baby и вот на нее наматывала пряжу для кисточки и для волосиков на голове, для гривы. Наматываем столько, сколько нам надо, и отрезаем. Если будет мало, потом еще добавим. Одна прядочка, наверное, получается длиной где-то 10 сантиметров приблизительно. Складываем пополам, берем крючок маленького размера. Вот у меня это 1,9. Так, где у нас вот это вот кончик. И фиксируем вот эти вот ниточки на кончике хвостика. Вот таким вот узелочком. Итак, вот такой вот хвостик у нас получился. Кончики здесь можно немножечко подрезать, чтобы кисточка не была слишком длинненькая. Срез можно сделать ровный, либо сделать вот таким вот легеньким каскадиком. Как-то вот так. Но все равно, конечно, мне больше нравится использовать на гриву, либо на прическе к куколкам, либо вот тут вот на хвостике. Мне все-таки нравится ворсистая пряжа, вот такая вот, как Гималая Toffee Baby, или же Alize Softy, похожая на нее, только чуть плотнее. Вот. Но у меня на данный момент нет подходящего цвета. Завтра я схожу в местный магазин, если он открыт. Посмотрю, что там есть. Там, правда, небольшой выбор. Обычно я всю свою пряжу заказываю через интернет, но из-за карантина с доставками сейчас как-то так не совсем хорошо, поэтому пока не рискую с интернета заказывать. Посмотрю завтра, что есть в магазине, может, что-то подберу, и тогда сменю вот эту пряжу на другую, либо же вот эту оставлю. Посмотрим. Вот, на этом пока все.
Всем спасибо большое, что вы вяжете вместе со мной. Кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса по вязанию бычка по имени Кроха. Всем пока-пока!